Անգագիկ լեզուտ երկարել է ես քեզ ասում եմ լակոտիտ Բելարուսից վզից բռնած բերելու եք եւ բերելու եք դնել պատասխանատվություն. Никол Пашинян в ходе своей предвыборной избирательной кампании в Ереване сделал ряд жестких заявлений в адрес своих пророссийских конкурентов. Есть некий Калужанин и белорусский Гаго. Они говорят, мол, мы ничьих приказов исполнять не будем, что бы нам ни сказали. Прежде всего, послушайте вы оба. Если бы мы захотели, чтобы вы что-то сделали, вы бы сделали это безропотно и покорно. Вы в своей жизни никогда ничего самостоятельно не предпринимали. Вы без чужой указки ничего из себя не представляете. И еще одно. Вам кажется, что теперь вы нашли себе папу? Вы останетесь сиротами. Все те, кто считает, что нашел себе папу, останутся сиротами. Потому что в Республике Армения и папой, и мамой может быть только народ Республики Армения. И больше никто. Больше никто. Отметим, что прокуратура Армении направила в Беларусь ходатайство о передаче Нвера Царукяна, сына Гагика Царукяна, правоохранительным органам Армении, который на данный момент скрывается в Беларуси. Перейдем к основной теме. Публичное выступление координатора программ Союза информированных граждан Даниэла Иоаннисяна стало одним из самых подробных и жестких описаний того, как иностранное военное присутствие используется не только в военно-стратегических целях, но и как инструмент прямого политического и электорального воздействия на внутренние процессы в Армении. Речь идет о 102-й российской военной базе, дислоцированной в Гюмри, которая, по представленным данным, уже давно вышла за рамки сугубо оборонительного объекта и все активнее вовлекается во внутреннюю политическую жизнь страны. При этом Иоаннисян сразу подчеркивает, любые попытки представить происходящее как самодеятельность отдельных военных или локальную инициативу командования базы не выдерживают критики. Было бы наивно полагать, что подобные действия могут осуществляться без ведома и политического согласия Кремля, а тем более рассчитывать, что в Москве, узнав о происходящем, изменят свою риторику или поведение. Речь идет о системном подходе, встроенном в более широкую стратегию влияния. Одним из ключевых элементов этой системы, согласно собранной информации, является иерей Тимофей Казарян, священнослужитель Русской Православной Церкви армянского происхождения, который официально занимает должность помощника командира базы по работе с верующими военнослужащими. Формально его функции включают духовную поддержку личного состава, индивидуальные беседы, помощь в стрессовых ситуациях и сложных семейных обстоятельствах. Однако на практике, как утверждают источники, его деятельность носит ярко выраженный политический и идеологический характер. Практически на ежедневной основе он, по этим данным, занимается пропагандой, направленной на подрыв армянской государственности, используя религиозную инфраструктуру, находящуюся на территории и в орбите военной базы. Речь идет о православных храмах, действующих при 102-й базе, в том числе о храме святой мученицы царицы Александры на территории самой базы, а также о храме часовни архистратига Михаила на так называемом Холме Чести. При этом его деятельность не ограничивается только этими площадками и рамками базы. Особое внимание привлекают его тесные и устойчивые связи с отдельными представителями духовенства Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, включая участие в совместных мероприятиях и постоянное неформальное взаимодействие. Этот факт вызывает серьезные вопросы, поскольку речь идет о человеке, находящемся в прямом подчинении иностранного военного командования и действующем в интересах структуры, представляющей другое государство. Тем не менее, по имеющимся данным, подобные контакты продолжаются и никого из вовлеченных сторон, по всей видимости, не смущают. Дополнительным подтверждением институционального характера происходящего стало пожертвование, сделанное в июле 2023 года Домом Москвы в Ереване в пользу церквей, действующих при военной базе. На этом мероприятии лично присутствовал иерей Тимофей Казарян, публично приветствовавший инициативу. При этом хорошо известно, что Дом Москвы – это не просто культурный центр,
а структура, финансируемая правительством Москвы и используемая как одна из официальных площадок российской мягкой силы за рубежом. В совокупности эти факты позволяют говорить о существовании в Армении разветвленной сети институционального влияния. Однако идеологическим воздействием дело не ограничивается. По информации, полученной Союзом информированных граждан от граждан Армении, работающих на 102-й российской военной базе, вмешательство приобретает уже откровенно прямой и грубый характер. Люди, пожелавшие остаться анонимными из-за опасений возможного давления и преследования, сообщают, что их принуждают голосовать за конкретную политическую силу, угрожая увольнением или ухудшением условий работы. Более того, от них якобы требуют распространять это давление на членов семей, родственников и близкое окружение, тем самым расширяя круг контролируемых голосов. Если эта информация подтвердится, речь идет не просто о политическом давлении, а о прямом нарушении избирательного законодательства Республики Армения, включая положения Избирательного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за принуждение к голосованию и вмешательство в избирательные процессы. Именно поэтому правозащитники подчеркивают необходимость полноценного расследования со стороны компетентных органов и дают четко понять, статус военной базы или ее персонала не может служить иммунитетом от закона. На фоне этих фактов особенно показательно выглядят публичные заявления армянских официальных лиц. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, комментируя отношения с Москвой, подчеркивал, что у Еревана нет цели разводиться с Российской Федерацией, что речь не идет о разрыве или отказе от диалога. По его словам, политика – это не брак и не опека, и стороны вправе обсуждать разногласия, предлагать свои решения и вести переговоры. Однако при этом он задает вполне резонный вопрос. Если Армения России якобы не нужна, если постоянно звучат утверждения о ее второстепенной роли, то почему вмешательство во внутренние процессы страны носит столь настойчивый и системный характер? Параллельно с этим в Москве звучат обвинения уже в адрес Запада. Директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин утверждает, что именно Евросоюз якобы стремится использовать парламентские выборы в Армении для решения собственных геополитических задач и отрыва страны от России. По его версии, европейские миссии и эксперты на самом деле преследуют цель установить контроль над общественно-политической и экономической жизнью республики, одновременно формируя образ Москвы как врага армянской независимости. При этом обвинения России во вмешательстве он называет безосновательными. Однако международная реакция на происходящее говорит о том, что подобная позиция разделяется далеко не всеми. Британское правительство объявило о введении санкций против ряда российских организаций и физических лиц, обвинив их в подрыве демократических процессов, в том числе в попытках вмешательства в армянские выборы. По данным Лондона, отдельные структуры планировали кампании по созданию пророссийских организаций в Армении и продвижению лояльных Москве политических фигур, действуя в координации с российскими государственными и разведывательными структурами. Российская сторона ожидаемо отвергла эти обвинения, назвав их абсурдными и обвинив Запад в неоколониализме и двойных стандартах. Внутри самой Армении на этом фоне все отчетливее звучит вопрос о суверенитете и реальной независимости государства. Премьер-министр Никол Пашинян, призывая граждан прийти на военный парад в День Республики, подчеркивает необходимость открытого диалога с обществом и демонстрации того, какой армией сегодня располагает страна. Этот призыв звучит символично на фоне усиливающейся дискуссии о внешнем влиянии, безопасности и праве армянского народа самостоятельно определять свое будущее. История Армении не раз показывала, что ни одно внешнее давление не бывает эффективным без внутренних рычагов. Именно поэтому разговор о деятельности иностранных военных баз, религиозных структур и мягкой силы – это не вопрос эмоций, симпатий или антипатий.
Это вопрос политической зрелости, ответственности и защиты демократического выбора. В условиях, когда различные внешние акторы обвиняют друг друга во вмешательстве, именно факты, правовая оценка и прозрачность должны стать основой для принятия решений, от которых напрямую зависит будущее армянской государственности. И в конце отметим, что такими темпами 102-я военная база в Гюмри может быть выведена раньше срока. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.